Просто удивительно, как иногда совершенно разные народы, живущие в разных концах земли, приходят к одним и тем же кулинарным решениям. Взять вот тех же самых шотландцев. Они готовят, говорят, хаггис. Чеченцы готовят практически то же самое и говорят барш. Русские готовят то же самое и говорят няня. Ну, знаете, да, фаршированный желудок. Но что удивительно, что даже между узбекским народом и вот этими шотландцами тоже есть что-то общее. Я еще молодой был, в Фергане жил. Прихожу в одну столовую, ну, кафе, не знаю, и там повар прямо на улице готовит. Я еще молодой был, но книжки кулинарные уже читал. И вижу я, что парень этот готовит типичные яйца по-шотландски. Подхожу, говорю: откуда ты знаешь это шотландское блюдо? Он говорит: какое? Шотландское? Это называется тухум долма. Послушайте, что такое вообще долма? Долма — это когда фаршем начиняешь что-либо. Ну, не знаю, вот можно взять шкурку с луковицы, можно взять болгарский перец, можно взять виноградный листик. И вот любой продукт, начиненный мясным либо рисовым фаршем, называется долма. И говорят ярпах долмасы по-азербайджански, значит, долма в виноградном листике. Либо говорят соган долмасы, то есть долма, приготовленная в луковице. Долма в помидорах, долма в баклажанах, долма в чем угодно. А здесь тухум долма. Казалось бы, яйца надо отварить, вытащить из них желток, начинить фаршем. Да? Такая логика. Нет, ничего подобного. Здесь фарш снаружи яйца. Давайте сначала поговорим про фарш. Если хотите получить хороший, очень сочный фарш, то надо сделать так, чтобы сок остался внутри мяса. Мясорубка — хорошая штука, хорошее изобретение. Но очень часто, если не зачистишь мясо и вот давишь с усилием, то получается так, что из мяса выдавливается весь сок, пока проходит. Если вот мясо охладить так, чтобы оно снаружи захрустело уже, а внутри еще мягкое, такое мясо проходит через мясорубку и не выпускает из себя сок. Еще вот эту металлическую часть тоже хорошо бы подержать в морозильнике, чтобы она была холодная. Видите, фарш выходит, и ни капли сока не капает, потому что сок находится внутри мяса. Некоторые говорят тут про чебуреки, сочные чебуреки. Открывают, оттуда вода льется, рекой вода льется, говорит: сочный. Привет! Весь сок уже вытек. Сок должен оставаться внутри фарша, понимаешь? А не вытекать рекой из чебурека. Это туда воду добавили, либо не умели фарш приготовить. Мясо заморозили, разморозили раз 10-15. Потом его прокрутили через мясорубку и получили мясные волокна отдельно, мясной сок отдельно. Вот в этом случае будет этот сок вытекать. Это не наш метод. Наш метод — беречь продукты и готовить их с научной точки зрения правильно. Вы уже представляете себе это блюдо? Ну вот вареные яйца. Да? И сейчас я их облеплю фаршем и приготовлю особым образом. То есть здесь вообще ничего сложного нету. Я вам сейчас все покажу. Получится у каждого. Но я уже представляю себе, как мы разрезаем вот эту огромную тефтелину, а там внутри посиневший по ободкам желток. Сразу испортится настроение. Разве можно так портить яйца? Яйца сейчас дорогие стали. Послушайте, поэтому их портить нельзя. На кухне вообще никакие продукты портить нельзя. Яйца мы сварили в смяточку, а потом поставили в холодильник. Вот теперь мясо будет жариться, а яйца внутри, желточек, останется еще слегка жидковатым и выступит в качестве соуса. Ну вот и все. Первый этап приготовления фарша готов. Сейчас пойдет второй этап. Во время второго этапа мы пропустим этот же самый фарш, но уже через мелкую мясорубку.
Нам необходимо получить такой мелкий фарш, чтобы он хорошо держался на яйце. И для этого нужна решеточка вот такая, мелкая. Но только после того, как прокрутили на крупный. Теперь все будет происходить помедленнее, но и ничего страшного. Значит, на килограмм мяса я взял примерно 250-300 граммов курдючного сала. Вы можете не обязательно брать баранину, не обязательно брать курдючное сало. Вы можете взять любое мясо и любое сало. И добавил на них 1,5 некрупные головки лука. Этого лука для данного фарша будет вполне достаточно. Для чего я добавил в фарш еще и сало, я надеюсь, никто спрашивать не будет, потому что без сала нежирный фарш вкусным быть не может. А мы здесь собрались не для того, чтобы по 200 лет прожить, да? А ровно для того, чтобы прожить их вкусно и очень аппетитно. Вы посмотрите, какой фарш выходит. Да, это фарш сырым кушать можно. А теперь вместо мясорубки понадобится тестомес. У кого нет тестомеса, у того должны быть чистые руки для того, чтобы как следует вымешать и выбить фарш. Это очень важно. Фарш перекладываем в чашу, и сейчас надо его посолить. Значит так, здесь был килограмм мякоти, килограмм мяса. На килограмм мяса, это уже стандартная абсолютно пропорция, пойдет 1 столовая ложка соли, но без верха. Столовые ложки бывают разные. Вот столовая ложка. И вот тоже столовая ложка. Но это ложка для раздачи, вообще-то говоря. Значит, 24 грамма соли. Уж для тех, кто хочет точно знать, сколько граммов. Вот так. Без особого такого верха. Столовая ложка соли. И будет хорошо. На эту столовую ложку соли пол столовой ложки черного перца. Я не буду говорить, сколько граммов. Потому что черный перец бывает очень разный. Один перец и ароматный, и жгучий, а другой перец, как песок насыпал, понимаешь? Нет в нем никакого ни вкуса, ни аромата. Поэтому, конечно, надо исходить из того, какой у вас перец. Я стараюсь искать специи очень хорошие, очень качественные. Полюбуйтесь, какая паприка, какого цвета. Знаете, где я ее нашел? В Саудовской Аравии. В Эр-Рияде спрашиваем людей, где купить специю. Да вот иди в супермаркете купи. Нет, брат, мне не подходят специи из супермаркета. Я хочу купить специи вот так, чтобы сразу после мельницы. Долго искали, хорошо, что с нами был мой помощник Абдулла, который прекрасно говорит по-русски, точно так же говорит по-английски, по-французски, по-арабски и еще по-берберски. Так вот, вместе с ним мы наконец нашли небольшой рынок, где продают самые настоящие восточные специи. Самые настоящие. Люди там честные. Мне удалось поговорить с некоторыми из них и выяснить вот что. Идите сюда поближе, я вам сейчас раскрою большую-большую тайну. Вот это зира. И эту зиру мне продали как узбекскую. И я поверил, да, очень похоже на узбекскую. Да, у нас в Узбекистане, когда хорошая зира была, она вот была именно такой. Но дело в том, что там, в Саудовской Аравии, про эту зиру мне сказали, что это китайская зира. Китайская. Я не брезгую китайскими продуктами. В Китае отличные продукты. И зира это неплохая. Мне предложили, вот индийская есть, вот сирийская. Я знаю, Марокко выращивает очень много зиры. Я спросил, брат, жальься надо мной. Давай я не буду выбирать очень долго. Какая зира самая лучшая? Если вам покажут самую лучшую зиру, возможно, вы пройдете мимо. Скажете, это не зира какая-то, это вообще что-то не то. Но это зира суданская. Вот она какая. Зеленоватая аж. Знаете, мы уже успели с этой зирой приготовить плов. Пахло на весь дом просто невероятно. Вот волшебной сказкой пахло. Еще раз. Это зира, так скажем, узбекско-китайская. Да? Я верю, что она китайская, потому что раньше, когда-то в советское время, этой зиры было совсем чуть-чуть.
очень часто готовили плов и не клали зиру в него, потому что пакетик зиры на один плов стоил рубль. 84 копейки стоил рис, там рубль 3 копейки стоила бутылка хлопкового масла. Мясо, если говорить про государственные цены, по которым мяса никогда не было, 2 рубля. А здесь пакетик зиры рубль. Так мало ее было в Средней Азии, а теперь засыпали все. И Среднюю Азию, и Россию. Откуда эта зира? Сначала приходило это вот откуда из Сирии, из Индии, как начали наши коммерсанты туда ездить. Ну а теперь вот, видимо, в Китае научились ее выращивать сколько угодно. Это та же самая суданская зира. Знаете, да, где Судан находится? Еще южнее Египта, там вверх по Нилу. И, ох, как она пахнет, как она пахнет. Я, конечно, предвижу вопрос. Ну, себе ты привез суданскую зиру, а нам зачем рассказываешь? Дело в том, что это закон жизни, закон бизнеса, что спрос рождает предложение. Требуйте у продавцов суданскую зиру, рано или поздно начнут привозить. 25 лет назад, когда я начинал писать про узбекскую кухню, про плов, про курдюк, не продавали в Москве курдюк. И зиры здесь не было, и казанов здесь не было. Я казаны на плече привозил самолетом из Ферганы. Я привозил курдюк в чемоданах, рис девзиру. А теперь отсюда, из Москвы, можно взять самую лучшую девзиру и отвезти в Узбекистан. Потому что ее стало сколько угодно. Итого, требуйте суданскую зиру, и она у вас рано или поздно появится. И если я вам не расскажу про эту суданскую зиру, тогда кто расскажет? Забыл добавить чуть-чуть острого красного перца. Я ж паприку для чего добавлял? Чтобы фарш сделать красным, праздничным. А красным значит острое. Еще раз. Руками тоже можно и вообще не выбивать, и тоже кое-как получится. Ну, подумаешь, там потрескается, подумаешь, будет выглядеть не так, как хотелось бы. Но давайте учиться хорошему. Напоминаю вам, что и яйца должны быть холодные, фарш должен быть холодный. И если готовите в жарком помещении, либо в жаркую пору, то фарш у вас, скорее всего, уже согрелся. Если хотите приготовить абы как попало, ну, чтобы получилось не очень хорошо, то этому учиться не надо. Оно само по себе так получится. А если хорошо, то вот это сейчас надо вынести на холод. И пока что будем заниматься яйцами. Скажите, пожалуйста, вы пробовали вареные яйца без соли? Ну и как? Вкусно было? Поэтому сейчас мы должны вот что сделать. Я рассыпаю ровным слоем муку. Я думаю, что ложки 3 муки уйдет, не меньше. Сюда я насыплю примерно пол-столовой ложки. Здесь дюжина, 12 штук яиц. На одно яйцо щепотку. А 12 щепоток это пол-столовой ложки соли. Мелкую соль. Не пробовали никогда вот вареные яйца не только посолить, но еще и подперчить черным перчиком? А? Не пробовали? Попробуйте, это получается очень вкусно. И я возьму вот буквально чайную ложку, то есть четверть столовой ложки черного перца. А еще я хочу сделать яйца красивыми. Осторожно, внимание! На рынках появились мошенники. Они продают вот обычных кур, которые купили, не знаю, там в супермаркете. Говорят, смотри, какая желтая, это же домашняя. Домашняя. Этих кур берут и натирают куркумой. Как проверить? Берете тряпочку, не знаю, там носовой платочек, плюнули на него и протираете курочку. И вся желтизна оказывается на тряпочке, а курочка оказывается белой. Вот такие сволочи среди нас еще до сих пор живут, зарабатывают. Я добавляю куркуму для того, чтобы сделать цвет яиц гораздо веселее. Для того, чтобы, во-первых, на них прилипла вот эта мука, соль, перец, немного куркумы. И я надеюсь, что все получится очень хорошо. Куркума красит пальцы и ногти, будь здоров как. Поэтому я надеваю на руку перчатку. Без перчатки не советую. Берем яйцо, оно слегка влажное снаружи, и катаем его в соли, в перце, в муке. К такому яйцу, к слову говоря, и фарш гораздо лучше прилипнет. Имейте это в виду.
Раз. Теперь огонь. Под казаном и наливаем очень много масла. Потому что вот это тухум долма, тухум это яйцо, долма это понимаете, что такое, готовится буквально во фритюре. То есть она должна плавать в большом количестве раскаленного масла. Думаю, что может быть добавить еще. Можно добавить еще. Здесь было 700 грамм. Надо взять литр. Ничего страшного. Такое масло можно использовать повторно. Я уже много раз про это рассказывал. Значит, у нас было 12 яиц. А вот здесь еще 4, которые разбили, помешали. 4 яйца. Раз щепотка соли. 2, 3, 4. Потому что несоленые яйца это невкусно. Мы с вами это уже выяснили. Размешали, взбили. И все в порядке. Можно начинать готовить долму. Одно яйцо весит 55-60 грамм. Долма, которую я хочу получить, будет весить 180 грамм. Но это такой хороший мячик, такая одна мужская порция. И поэтому мясо надо брать примерно 120 грамм. Здесь было кило мякоти, 300 грамм курдюка, 200 грамм лука. Значит, примерно как раз на 12 яиц должно хватить. Сначала выбиваем фарш как следует, смачиваем ладошки, для того, чтобы вот в этой будущей котлете не осталось ни одной трещины. Теперь расплющиваем ее, еще расплющиваем, прямо на ладошке. Слой фарша вокруг яйца будет, от силы 1 сантиметр. И заворачиваем. Заворачиваем, подтягиваем, подтягиваем. И все. Вот уже яйца не видно. Еще раз все нужно как следует отхлопать. Еще раз, может быть, смочить руки водой. Если действовать совсем уж по правилам хорошей кухни, то теперь эту тефтелину получившуюся надо прокатать в муке. Дальше ее опускаем в жидкие разболтанные яйца. Разочек. Вот так. Со всех сторон. И в сухари. В панировочные сухари. Можно повторить этот процесс вот между яйцами и сухарями. Можно сделать дважды. Для того, чтобы сухари как можно лучше прилипли. Но если говорить совсем уж по-хорошему, то вот эти получившиеся тефтелины, то есть будущая такая долма, должна постоять на холоде. Минут 40, час. Да я так и поступлю. Рано я включил этот огонь. Значит, еще раз. 120 грамм фарша. Разумеется, на глаз. Да никто... Не видел я ни одного хорошего повара, который взвешивает все на отличных весах, и потом у него хоть что-то получается вкусно. Все хорошие повара готовят на глаз. Все эти вот разгромовки тупые нужны в общепите. Там должен быть учет у продуктов. Понимаете, да? Яйцо в середину. Обжимаем, обкладываем, натягиваем. Фарш хорошо выбитый, поэтому тянется идеально. Он и на шампур бы идеально насадился. Понимаете? Вот и все. Всего лишь навсего соблюдаем правила. Одни и те же. Что во время приготовления обычных котлет, что во время приготовления люля-кебаб, что во время приготовления тухум долмы, то есть долма с яйцами. Отбить как следует, чтобы не было ни одной трещинки. В муку обвалять в муке. И далее в яйца. Пусть яйца погуще налипнут. Если у меня останутся яйца и сухари, то я поступлю вот как. Я вот эти вот уже вот здесь они постоят, уже готовые. Обмакну в яйца и в сухари повторно. И чем больше вот этой панировки окажется на тефтелях, тем лучше получится. Они получатся сочнее внутри. Они ничего не выпустят из себя.
Понимаете? Все, вот так повторить еще 10 раз. Это я сделаю уже без вас. Вы пока что посмотрите небольшую рекламу. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Так, знаете, вот и сухари остались еще, и яйца остались еще, поэтому я сделаю вторую панировку. Двойная панировка всегда лучше, чем одинарная. Запоминаем, это все кулинарные правила. Понимаете, надо запоминать не рецепты, вернее, то, что теперь стали называть рецептами в Ютубе, там, в других социальных сетях. То есть они под рецептами считают перечень ингредиентов. Надо запоминать кулинарные правила. Надо запоминать действия, как делать то либо иное, абсолютно повторяющееся в других рецептах действие правильно. Ни одна крошка сухарей не отпала, потому что вот эти первые уже успели подсохнуть. Понимаете, яйца подсыхают, сухари впитывают яйца в себя. И все. Вот она, двойная панировочка. Повторяем 12 раз. Но рекламы больше не будет. Я только расскажу вам, как правильно реагировать на рекламу. Вы смотрите наши выпуски исключительно благодаря рекламе. Исключительно благодаря доходам от рекламы мы все, собственно говоря, для вас с большим удовольствием, от всей души, очень добросовестно работаем. Желаю и вам того же. У нас сегодня прямо вот все, абсолютно все по правилам, как положено, да, с этих вот начнем, потому что эти были первые. На самом деле подсохли. Понимаете, стояли на холоде, подсохли, и я что имею в виду? Ну вот, видите, к рукам ничего не липнет. Вот и хорошо. Значит, теперь панировка не будет отваливаться. Ну, где-то вот какие-то куски, которые состояли, собственно говоря, из сухарей и яиц, они пускай уберутся, отвалятся. Температура 190 градусов. Термометр. Сейчас, когда опустим одно-два изделия в масло, температура немедленно начнет понижаться, потому что ведь они прохладные, да? Температура куда-то пойдет, здесь литр масла и 200 граммов
может быть 180. Само изделие. Пусть все лишнее обсыпется. Знаете, пока вот жарится, я хотел вот о чем с вами поговорить. Каждый раз, когда готовим подобные изделия, люди спрашивают, ну а вот масло, куда потом столько масла? Ну, про то, что это все получится жирным, это уже, конечно, совсем глупости, я не буду комментировать. А про то, куда масло девать. Я всегда масло отстаиваю, далее процеживаю, и все получается превосходно. Подцепила от донышка чуть-чуть. Ничего страшного, следующий так не получится. Вот так. Почаще переворачивать нужно и пожарить до красного цвета. 208 градусов, 210. Температура идет вверх, значит понижаем нагрев. Нам надо держать температуру между 200 и 210 градусов. И будет все хорошо. Получится все совершенно замечательно. Вот этот второй уже получается очень красивый. А первый, ну что поделать. Первый, пожалуй, что я уже достану. Достаточно для него. И немедленно следующий. Выкладываем на бумагу, да, для того, чтобы лишнее масло впиталось. Если оно есть, то оно есть только на поверхности, нигде больше. Посмотрите, ну не красота, а? Разве это не красота? Отлично все получается. Все следующие будут такие, а вот этот я сам съем. Не проблема. Вот сейчас все происходит очень правильно, потому что тефтелины полностью погружены в масло. Понимаете? И она жарится одновременно со всех сторон. И получается идеально правильно прожаренной. И ни одной трещинки. Обратите внимание, что на тефтелях нет ни одной трещины. И это очень хорошо, ребята. Потому что обычно такие изделия, ну, норовят треснуть. Угу. Ну вот и все. Завершаем обжаривание. Разумеется, внутри мясо еще не вполне готово. Поэтому буквально на 15 минут духовку при температуре, ну, я полагаю, 180 градусов. И все будет очень хорошо. Газ можно выключить, огонь можно выключить. Температура масла все время у нас была правильная, поэтому все тефтели пожарились абсолютно одинаково. Видали, здесь в духовочке уже запекается картошка. Картошку наполовину подварили и обмазали маслом, посолили, да и все, вот запекаем. И это будет очень хороший гарнир. Этого гарнира будет недостаточно, добавим еще кое-чего. Равномернее распределите тефтели в духовке, чтобы не мешали потоку воздуха, чтобы они все равномерно пожарились. Через 15 минут будет готова и картошечка замечательная, и тухум долма, яйца долма. Готово. Отлично. Во время запекания я тоже вставлял термощуп и довел сам слой мяса, стараясь не протыкать яйцо, довел температуру до 68 градусов. Для баранины это более чем достаточно. Если будете готовить из хорошей говядины, то надо держать температуру еще меньше. Вот она, проткнутая. Перекладываем, аккуратненько перекладываем готовый тухум долма, яйца долма, тефтели с яйцами внутри на блюдо. Блюдо уже украсили гарниром. Это брокколи, цветная капуста, отваренная в подсоленной воде, и немного картошки. Немного картошки, одно яйцо, 100-120 грамм мяса. Такая, ну, хорошая котлета. Разве этого недостаточно для того, чтобы, в принципе, очень плотно закусить, либо в качестве второго блюда в меню большого обеда? Если на первое был какой-то суп, на второе вот такая тухум долма,
или яйца по-шотландски, кому как удобнее называть, кому как больше нравится. Мне, например, все равно, потому что я путешествую по миру и встречаю везде и всюду хороших людей. Конечно, где-то и есть плохие, но как-то они вот мне не попадаются. Картошечка, посмотрите, какая картошка. О, вот такую картошку, сколько ни путешествий по миру, поискать надо. Ну вот и все. Фотографируйте, делайте селфи. А я сейчас одну так-таки разрежу. Я обещал вам, что съем вот эту, которая чуть-чуть подгорела. Впрочем, не подгорела. Все здесь нормально, ничего сгорелого нету. Ну, чуточку темнее, чуточку светлее. Что теперь делать? Горячо. Ну, ничего страшного. Гарнир успеем подложить потом. А сейчас торжественный момент. Я ведь тоже это блюдо самостоятельно готовлю в первый раз. Вот видел, когда еще молодым был, как его готовили. А сегодня приготовил строго по правилам кулинарии. Вам надо ближе подойти. Вы ничего не увидите. Смотрите, втыкаешь, и оттуда начинает бежать сок. Вот оно. Вот оно. Пусть шотландские кулинары приезжают к нам. Мы им покажем мастер-класс, как надо готовить. Мы научим их, поделимся опытом, как готовят узбекские повара и кулинары, которые, слава богу, родились в Узбекистане, были воспитаны среди этого чудесного, трудолюбивого народа. И теперь делятся хорошими, вкусными рецептами со всем миром.